Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за нашими новыми выпусками. Юрий Дудкин на связи прямо сейчас. Юрий Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Очень рад вас видеть. Да, взаимно. И давайте начнем наш разговор сегодняшний исключительно с военной составляющей. Значит, массированный обстрел был со стороны России по территории Украины. Предприятия, инфраструктура, поезда тормозят, не доходят вовремя. Удар по американскому предприятию в Мукачево, это подчеркивается, где собиралась электроника бытовая. Ну и понятное дело, там, да, инфраструктурная война такая, какая она есть. Параллельно с этим Зеленский выдает очень интересное в интервью, большом интервью Reuters, они так на пару вышли, и Ермак, и Зеленский. Будем касаться некоторых заявлений. Выдает очень интересную с военной точки зрения свою базу или картину, которую он там себе представляет. Значит, Сумскую область освободят, ну, то есть ВСУ, там долго не задержится. Чтобы захватить Донбасс, нужно 4 года Российской Федерации. Интересная оценка. Ну и Ермак, конечно, выдает очень... Я вчера еще наблюдал от отдельных экспертов такую сентенцию, но я хочу, чтобы мы на нее тоже с вами обратили внимание, что за 1000 дней, это Ермак итальянской прессе говорит, за 1000 дней только 1% территории Украины военным путем Россия смогла забрать себе. Ну так это практически победа, Юрий Анатольевич. С чем связаны подобные заявления и какое у вас к ним отношение? Ну, во-первых, я не собираюсь оценивать то, что говорит Ермак, потому что в его высказываниях нет ни доли правды. Вот. А апеллируя этому высказыванию, я просто хочу спросить у таких, как Ермак, и у всей этой комарильи, а 1 800 000 погибших украинских граждан, солдат украинских, за вот эти 1000 дней, это в какие рамки лезет? Обороны, наступления, чего это? Вот? Как оценить подобные жертвы, да, с точки зрения военных операций, проводимых так успешно ВСУ? То есть, очевидно, что господин Ермак просто-таки стопроцентный дилетант, это раз, который ничего не соображает в военном деле, а во-вторых, он, конечно, действительно прекрасный пиарщик. Вот. Таким образом, пиарить ВСУ, да, как они здорово обороняют родную землю, тем более из-под палки, где уже на сегодняшний день степень обозленности украинского общества на те же самые военкоматы, ТЦК, полицию национальную и так далее и тому подобное зашкаливает просто. Вот. Поэтому я бы не стал бы на его месте еще больше накалять общество, говоря о том, что Украина всего лишь навсего сдала 1% своих территорий. Но это абсолютно не так. А кто оценит, если уж быть объективным до конца, те, как вы уже упомянули в своем вопросе, внутренние потери в инфраструктуре, во всевозможных мощностях экономики, энергообъектов. А кто оценит, так сказать, полную потерю оборонно-промышленного комплекса ОПК? Во сколько это оценивается? Во сколько процентов это оценивается? А это все удары российских вооруженных сил за эти 1000 дней, как он говорит. Поэтому адекватный, нормальный гражданин Украины прекрасно понимает, что его вновь вводят информационно за нос. То есть с этим нет ничего общего, что говорит господин Ермак. Украина за эти 1000 дней просто-таки обескровлена в прямом и в переносном смысле этого слова.
И говорить сегодня так спокойно, да, рассуждать, ну, ну подумаешь, там, потеряли мы 1%. А миллион людей с лишним, это не потери, по-вашему? Вот Украина вся такая, начиная с Порошенко, Турчинова в начале, Порошенко и заканчивая Зеленским. Вот для них главное было всегда территории, нечто материальное. А вот судьбы людей, их жизни, все, что самое ни на есть от Бога, дорогое, не бесценное, для них это не имеет никакого значения. И я не перестаю поражаться этому цинизму и нынешней власти, и прошлой власти, которые также относились к жизням украинских граждан, подчеркиваю, украинских граждан, не чужих, а в первую очередь своих граждан, что их можно расстреливать, их можно бросать, грубо говоря, под танки и так далее и тому подобное. Ужасно. Юрий Анатольевич, вы так говорите про этот миллион. Это было объявлено с российской стороны, что российские хакеры взломали ресурсы сервера Генштаба Вооруженных сил Украины. Эту информацию официально в Украине объявили фейком, мол, это все неправда, не верьте. Значит, но исходя из этой информации, там 1 700 000, и в динамике, внимание, это погибшие и пропавшие без вести. И якобы там вот есть прям конкретная информация по чуть ли не каждому случаю, что, где, как произошло, там где-то фотографии, где-то описание. Ну, в общем, такой массив информации. Но тут интересен другой момент. Смотрите, понятно, что на этом же сайте, на этих же ресурсах Генштаба там миллионные потери в российской армии фигурируют. То есть вариант доверять, не доверять этой информации во время войны – это как бы дело каждого. Меня интересует другой момент. Ведь там, кроме, если этот факт взлома был, там же кроме этой информации, шокирующей, безусловно, всех украинцев, там же есть и чувствительные военные данные. В чем вопрос? Ну, как бы мы видели разные таблички с какими-то там номерами телефонов и всего прочего, там, дежурных. То есть конкретный этот взлом, он же не только эту функцию носил, чтобы показать там уровень потерь, о котором все догадываются, но боятся сказать вслух. Это же серьезный военный шаг. Александр, смотрите, я никогда не опираюсь на один источник информации. Ну, поскольку вы ко мне обращаетесь, то я говорю за себя. Может быть, у вас другая метода, так сказать, анализа любой информации. У меня другая метода. Метода в том состоит, что такое авторитетное британское издание, как The Time, оно опубликовало эти данные погибших украинских солдат. Причем вы вот два момента, да, вы под сомнение поставили цифру, а второе, вы говорите, ну в этом же есть разница, убитые и какие там вы еще сказали? Пропавшие без вести. Пропавшие без. А в чем разница, если этих людей нет в живых, фактически? Ну, то есть, я не разделяю здесь сгоревшие или повешенные. Для меня это не имеет значения. Этих людей нет. Понимаете? Вот в чем дело. Это такое мое личное христианское убеждение. Что касается цифр, опять же, я настаиваю на том, что сегодня уже и президент Трамп, ну, если уж президент Трамп для Ермака и Зеленского не авторитет в цифрах, то я уже не знаю, какие еще приводить данные. Я не буду приводить даже данные Министерства обороны Российской Федерации. У меня их очень много. Потому что, понятное дело, у некоторых это вызывает определенное недоверие. Трамп говорит, я готов идти на долгосрочный мир, чтобы спасти 7 тысяч убитых солдат в течение недели. Понимаете? Но если те же иностранцы, если та же Die Welt с Юлианом Рёбке признает, что в день ВСУ теряют более 1000 солдат на всей линии фронта, а это около 2000 километров, по всей линии фронта, то почему у нас должны возникать сомнения по поводу этих данных? Кстати, Рёбке бывает на линии фронта в ВСУ, он там крутится постоянно. Вот. Поэтому я не считаю, что это уж такая сомнительная цифра.
1 миллион 700 тысяч. Я не считаю так. Это вполне реальная цифра той войны, которая длится уже более 3 лет. Поэтому, так сказать, апеллируя к вашему вопросу, я могу сказать одно, что Украина ничего не делает для того, чтобы минимизировать вот эти потери. А их можно минимизировать на тех условиях хотя бы, которые обсуждались в Минске в 22 году. Вернее, не в Минске, простите, в Стамбуле в 22 году. Понимаете? Там можно было закрыть этот вопрос, и эти все граждане, которые сегодня считаются убитыми или пропавшими без вести, неважно, они были бы живы на сегодняшний день. Они живы были, понимаете? Вот что самое главное в этом вопросе. А не заниматься, так сказать, какой-то бухгалтерией. Мы потеряли всего 1% территории. У нас там, да, большие проблемы с энергетикой внутри страны. Бог его знает, откуда брать нефть, газ там, и как строить вообще эти хранилища. Это все ерунда. Вот. Но у нас, главное, 1% всего потерян территории. Люди абсолютно не волнуют. Ну, абсолютно. Вот такое впечатление, что это какое-то сырье, расходный материал. Я вот о чем говорю. Это страшно. Для меня это очень страшно. Война как поменяется после Аляски, Вашингтона? Потому что, если честно, то Зеленский, кажется, он освоился. Значит, Зеленский, во-первых, его легитимизировали в Вашингтоне. Все вот эти лидеры и сам Трамп. Он улыбался, хихикал, где-то там грустил, но вот так попадало на камеры. И сейчас он как бы опять расправил крылья. Значит, в своем большом интервью он говорит о том, что нам не нужны гарантии безопасности от Китая. Ермак ему повторяет, говорит, в общем, обмен территориями, никаких референдумов, ничего не будет. Обмен территориями будет решать Путин и Зеленский. Значит, причем тоже очень интересно, тут тоже надо правильно считывать вот эти посылы. Когда судача тоже, которые сутки, да, все это началось с Трампа, о том, что Путин и Зеленский могут встретиться, сначала вдвоем, а потом с ним, да, втроем имеется в виду, уже называет Политико Будапешт как вот почти 100% вариант. Он говорит, Будапешт вариант плохой, нужно встречаться в Европе. То есть изначально у Зеленского не было предусловий этой встречи. А сейчас они появились, но высказаны достаточно мягко. То есть мы должны встречаться вот там Швейцария, еще где-то. То есть изначально Зеленский, получается, работает на срыв вот этой встречи. Получается срыв встречи, получается саботаж того, что решили, или того, что какие ЦУ дал Трамп в Вашингтоне, причем и ему, и европейцам. И абсолютно выходит какая-то такая новая картина. То есть перерождение Зеленского и новое там условное целеполагание. Лучше же, чем встречаться с Путиным, показывать во всех ракурсах ракету «Фламинго», которая является другой ракетой, британской, арабского концерта. Ладно. Мы показываем «Фламинго», которая в начале следующего года будет там на 3000 километров бить. Смотрите, победа. И обсуждать какие-то гарантии безопасности. Как вам кажется, насколько поменялась стратегия Зеленского? И чего от него ждать? Она меняется лишь только в том аспекте, что господин Зеленский понимает, что на период царствования господина Трампа в США той объемной помощи, которая была, военной помощи и финансовой, от Вашингтона уже не ждать. Поэтому его на сегодняшний день тактика и стратегия состоит в том, чтобы целиком и полностью подчиниться Лондону. Оттуда на сегодняшний день исходят все целеуказания. И Брюсселю, конечно, поскольку Лондон и Брюссель практически работают в тандеме. Можно даже сказать, что брюссельцы в какой-то степени уже и подчинены британскому руководству и британской разведке. Что касается Китая, о котором вы упомянули, что, мол,
якобы Украина не ждет от Китая какой-то гарантии безопасности. А Китай что, обещал Украине какую-то безопасность? Насколько мне известно, вчера выступала на брифинге спикер Министерства иностранных дел Китая Ляо Нин. Так она сказала то, что и вы сказали только что процесс мира на Украине лежит только в плоскости переговоров между Трампом и Путиным. Она даже Украину там не упоминала, как субъект этого процесса. То есть Китай прекрасно понимает, что на сегодняшний день Украина целиком и полностью находится в вотчине США. Что с ней разговаривать-то? Это так, наброски Трампа, я бы так сказал. Ну и второй момент. Вопрос вот этот, набивший уже всем оскомину. Обмен территориями. Ну, я понимаю так. Я говорю, Александр, я вам дам сейчас вот свою чашку, да, а вы мне вот эту вот чашечку с гербом Советского Союза, поскольку я человек... Это называется обмен. Ну, правильно, да? Change на английском. А что такое обмен в понимании обмена территорий? Вот я в этом не... Кто какие территории на что меняет? Вот эта фраза, которая засела сейчас в средствах массовой информации и в некоторых политических кругах, но она просто не выносит никакой критики. Это просто какой-то, я не знаю, очередной ляп. Потому что раньше, вот, например, тоже покойный Маккейн, сенатор, вот он придумал фразу «летальное оружие». Понимаете? Как будто бы есть оздоровительное оружие. То есть, есть летальное, а есть нелетальное. Ну, бред собачий, да? Вот опять же, дилетанты, которые вбрасывают это все в общество, в мировое сообщество, вот эти фразочки, потом ими же этими фразами и торгуют. Ну, что такое обмен территорий? Что? Россия отдаст Крым Украине, а заберет Донбасс или как? Ну, что, в чем состоит обмен? Я вот этого не понимаю. Вот хоть убейте меня. Но не понимаю я этого. А вопрос-то состоит в очень простом моменте. На сегодняшний день у Украины очень большие проблемы с легитимностью власти. Вот в чем дело. И все эти вопросы по обменам и так далее, это отвлекающий маневр, я называю. А легитимность власти в Украине абсолютная, отсутствующая. И уже там ходят слухи, да, там британцы будут заниматься выборами в Украине. И то Стармер заявил, премьер-министр, что выборы пройдут после окончания войны на Украине. А он что, знает, когда закончится война на Украине? Получается, знает. Простите, но кроме гомерического смеха это не вызывает ничего. То есть Путин даже с Трампом не знают, когда закончится эта война, да? Потому что идут очень тяжелые разговоры вокруг нее. Они идут, слава богу. Главный вопрос-то в другом. Не война на Украине, а всеобщая ядерная война в мире. И встреча Путина и Трампа в Анкоридже как раз сказала о том, что, и об этом Трамп сказал, что судный день отодвинут на несколько минут назад по стрелкам часов. Вот что главное. Опять же, тема Украины, порой настолько надумана, особенно, вот опять же, повторюсь, вот этот тезис об обменах территориями. Каких обменах? Ну, погодите, тогда получается, если вы не понимаете вот эту историю с обменами территорий, Да. а против нее все высказываются, причем украинские все, и Ермак, и Зеленский, никаких... одни депутаты, там есть депутат Анна Скороход, она говорит, а давайте... Вот она внесла в Верховную Раду законопроект, говорит, а давайте Краматорск и Славянск в Харьковскую область передвинем, потому что от нас же требуют вернуть всю Донецкую область, вот вам и будет вся Донецкая область. Ну, так вот. Такой типичный трюк, да, бюрократический, законодательный, хоть так. Наперсточники, да. Нет, подождите, хоть так, подождите, хоть какое-то решение. Но тут понятно, что это можно комментировать и смеяться над этим, но тут смешного на самом деле мало.
То есть никто ничего отдавать не будет. Карту посмеялся Зеленский. Говорит, давайте я домой ее заберу с собой, а то у него карты такой нет. Тоже какая-то интересные выпады. В общем, шершавый язык, слащавое поведение. Это все, в общем, научили британские политтехнологи Тони Блэра. Еще, да, вот научили Зеленского, как вести себя с Трампом. И Трампа, ну, как бы крутят, водят вокруг да около самой главной сути. А с гарантиями безопасности получается такая же история. Сегодня Лавров заявляет о том, что Россия, она привержена Стамбулу 22 года. Да. Напомню, Стамбул 22 года среди гарантов включает западные страны и Российскую Федерацию. И получается, если что-то происходит, то она как бы может наложить вето на решение, ну там, да, общих там применений гарантий вот, по отношению к Украине. То есть равноправие некое подобное. А сейчас обсуждает Рубио с европейцами и украинцами сегодня совещание, да, о том, что ну вот какие гарантии Украине предоставить. И они выглядят странно и односторонне. Такое ощущение, что Россия как бы в стороне от этих гарантий безопасности. Что вы думаете по поводу, вот как обмен территории, так и гарантии безопасности, пустые разговоры получается? Ну, во-первых, Лавров привел пример Стамбула как что-то из прошлого. А ведь ни Министерство иностранных дел Российской Федерации, ни сам президент Владимир Путин уже вообще не говорят о том, чтобы возвратиться на эти условия. Время изменилось, условия поменялись. Никто не собирается возвращаться в прошлое. Тем более, все это упирается, опять же, в тупость несусветную, в первую очередь, украинского нынешнего руководства, с позволения сказать их кураторов в Лондоне. Джонсон, например, который вчера только транслировали его такое интервью маленькое, где он на отдыхе, он категорически против всякой остановки войны, по-прежнему. И тогда он навязал эту идею Украине, чтобы отказаться от любых переговоров с Москвой, и в том числе в Стамбуле. Поэтому Лавров привел этот пример как нечто из прошлого. То, что утеряно Украиной, этот шанс утерян, его уже не будет. Сейчас нужно вести разговор абсолютно о новых условиях, если мы говорим о мире, долгосрочном мире, чего хочет Россия и США, самое главное сегодня. Трамп уже говорит, действительно, меня убедили в том, что перемирия здесь никакого быть не может. Это та мера, которая выгодна лишь одной стороне, Украине. А в дальнейшем, опять же, продолжится бойня. Причем не на месяц, не на 2, а на годы. Поэтому на сегодняшний день я не вижу иной альтернативы, которая, если мы говорим о мире долгосрочном, как то легитимизация украинской власти, проведение немедленных выборов, причем не только президенту, но и Верховной Рады, она ведь тоже нелегитимна. Там целый клубок вопросов внутри Украины, которые нужно решать, прежде чем выходить на переговоры о мире. Политические вопросы, внутриполитические вопросы в Украине. Власть завязла в них по уши. Она не знает, как от этих вопросов избавиться. Даже в овальном кабинете, вот при недавней встрече Зеленского и еврочиновников, в овальном кабинете с Зеленским он опять его так подколол, Зеленского. А что ты, говорит, выборы не проводишь? А у нас же, говорит, война. Так, говорит, господи, я бы тоже так мог сказать. 3 года не проводить выборы, потому что у меня война. Ну, то есть Конституция, есть положение Конституции. А в положениях Конституции уже давно все сказано и разъяснено. Верховная Рада, да, имеет право не проводить выборы, новые выборы. И то уже, говорится, вопрос назрел. А нигде не сказано в Конституции, что автоматически продляются полномочия президента в связи с военным положением. Ну, нет этого. Значит, надо было из этой ситуации выходить для того, чтобы на высоком уровне говорить о мире. Неважно с кем. США, Россией, Евросоюзом или еще с кем-то. Или с тем же Китаем, как украинцы сегодня любят Китай упоминать. Поэтому, я не знаю, вообще-то настолько все наворочено. Причем
опять же, вот идет, как я уже заметил, да, через СМИ, ну, страшное очередное оболванивание не только украинских граждан, да, но и мирового сообщества. Вот. Уже вопрос, я еще раз повторюсь, наверное, вопрос перемирия, уже как только Трамп об этом сказал, он уже отодвинут на задний план. Вот сейчас начинают муссировать вопросы выборов в Украине под эгидой Великобритании. Вот очередной вылез этот резиновый пупс, на который сегодня все будут обращать внимание. Фронт, к сожалению... Резиновый пупс – это Залужный? Ну, если хотите, да. Если хотите, да. Причем, заметьте, кто кураторы этих выборов будут с украинской стороны. Сюмар, Пашинский. Ну, понимаете, на манеже все те же, клоуны. Я подробно, если бы начал сейчас рассказывать вам, кто эти персонажи, ну, не рассказывать, вам, вы это, наверное, знаете, а нашим зрителям, что они представляли собой в прошлом, то у людей бы по новой бы выросли и стали дыбом волосы не только на голове, но еще кое-где. Поэтому вот очередной этот пупс, да, о котором сейчас все будут говорить, причем, заметьте, я понимаю, там, ну, если бы назвали 2-3 кандидатов, один кандидат, вот все. Кроме него не моги больше никого туда вструмить, понимаешь, в эти кандидаты. Вот. И это называется демократией западной. И это они считают, если эти выборы, в кавычках я беру такие кавычки жирные и скобки, чтобы все видели. И они надеются, что мировое сообщество, ну, например, Венгрия, Словакия, а уже о России и говорить не о чем, Китай в том числе, признают эти выборы легитимными. Ну, я, понимаете, испытываю колоссальное сомнение в этом вопросе. Но уже разговоры идут. Вот нам главное закончить войну, да, вот мы ее закончим, они закончат войну, западники. А потом мы проведем выборы, и все их признают. Ну, к этому уже все идет. Это самое настоящее, я еще раз говорю, оболванивание такое тупое, такое невежественное. И в это все хотят, они хотят, чтобы в это все поверили. Странная новость, конечно, сегодня Шпигель публикует. В Италии по делу о подрыве северных потоков арестовали украинца Сергея К. Он вроде как был на борту парусника, с помощью которого была заложена взрывчатка в трубопроводы. Следователи считают, что он был не водолазом, а координировал вот эту атаку. Слушайте. Слушаю. А что вдруг? Ну, опять поднимают тему северных потоков. Потому что, ну и чем вообще эта тема может аукнуться в будущем? Во-первых, давайте не будем забывать, что проект «Северный поток», первый и второй, были тщательно спланированы, построены и профинансированы 2 государствами. Российской Федерацией и Германией. Федеративной Республикой Германии. Вот это 2 были заинтересованных субъекта, которым этот «Северный поток» в рамках, подчеркиваю, легитимных торгово-экономических связей был нужен позарез. Но это не нужно было главному, так сказать, бенефициару всех конфликтов на Земле, Соединенным Штатам. Вот это главный виновник того, что северные потоки были взорваны. И то одна нитка до сих пор еще может быть рабочей. Это я говорю со слов президента России Владимира Путина. На сегодня оппозиционные партии в Германии неоднократно с трибуны Бундестага высказывают мнение о том, что нужно возвратить все назад и не покупать американский газ втридорога, именно в 3 раза дороже. Я не оговорился. А в связи с этим и идет падение не только немецкой, но и всей европейской экономики. Если европейцы нам в Евросоюзе рассказывали, что мы спрыгнули с российской газовой иглы и нефтяной, то они насели, напрыгнули на
американскую газовую иглу, которая гораздо длиннее и больнее. И вот сегодня они испытывают колоссальные проблемы именно в связи с тем, что они закупают американские энергоресурсы в 3 раза дороже. Поэтому альтернатива для Германии, есть такая партия, уже неоднократно поднимала вопрос и на государственном телевидении, и непосредственно с трибуны Бундестага о том, чтобы начать переговорный процесс с Российской Федерацией о возврате к тем договоренностям, которые были ранее достигнуты. И опять же, здесь очень большие проблемы возникают с тем, что общество, не только в этой стране, в Германии, но и в Европе, говорили о том, что и говорят по-прежнему, что это Россия прекратила поставку газа, что это она виновата в том, что у нас такие цены. Хотя, опять же, тот же президент России говорил неоднократно: хотите, мы включим хотя бы одну ветку, она целая, и начнем поставку хоть через час. Только осталось повернуть вентиль на одной стороне трубы и на другой стороне, в Германии. Что дает украинский след в этом подрыве? Ну, это, Александр, это несерьезно, послушайте. Это абсолютно несерьезно. В подрыве газовых потоков участвовали очень большие профессионалы, спецслужбисты. Поэтому говорить о том, что это какие-то туристы-дилетанты 1,5 тонны взрывчатки на яхте прогулочной завезли туда под... Ну, о чем мы говорим? Это несерьезно. Я даже не хочу обсуждать этот вопрос. Это, опять же, навязанное западными СМИ вот этот тезис о том, что это были украинцы, что это они, мол, заставили, кстати, некоторых чиновников украинских признаться в этом. Вот, даже было это. Вот. Ну, это не имеет под собой никаких оснований. Там занимались конкретные специальные подразделения этим вопросом. Это, во-первых, газопровод лежит на дне Балтийского моря. Это нужны специалисты, глубоководники. Те, кто ныряет с аквалангом на 10 метров, они не достигнут глубины 100 метров или 80 метров. Потому что существуют определенные условия, при которых человек либо выдерживает такие нагрузки, либо не выдерживает. Вот. Поэтому это тренированные люди были. Не надо об этом забывать. И это не украинская сторона организовывала. Главное дело, ведь кто организовывал это? Кому это выгодно, опять же, древнейший вопрос. А это выгодно было Соединенным Штатам в первую очередь. Украина и так получала газ по сухопутному газопроводу. Зачем ей надо было подрывать эти потоки? Я не вижу в этом оснований. Еще одна тема, кроме, она сопряжена с гарантиями безопасности, но приобретает определенно другой смысл. Значит, Ермак в этом же интервью большом говорит, что есть уже, он не стал называть, потому что это же секрет Полишины, это страшная тайна, да? Какие страны? 3 страны есть, которые готовы ввести войска в Украину. Но возникает простой вопрос. А на кое они нужны в Украине, если условно договорятся о каком-то, уже перемирии не договорятся, я так понимаю, будут работать над договоренностью прочного мира. Если мы берем слова Путина, слова Трампа, позиции сошлись после Аляски, все, прекращение огня ничего не даст, давайте о прочном мире договариваться. А зачем тогда на территории Украины представители других армий? Что они здесь планируют делать? Многие вспоминают слово «интервенция», насколько это уместно, на ваш взгляд, и вообще, эта гарантия 5-я статья без 5-й статьи с участием иностранных некоторых военных на территории Украины. Как видится вам цели и задачи на земле? Видится очень просто. Во-первых, они называют введение этих войск, контингента этого, миротворцами. Угу. Хорошо, называйте как хотите, но пусть это будут миротворцы. Тогда встает простой вопрос. Если опираться на законодательство мировое, юридические нормы ООН,
ОБСЕ и так далее и тому подобное. Кто имеет право определять этих миротворцев и выдавать соответствующий мандат на миротворческие силы? Ну, конечно же, это Организация Объединенных Наций. То есть, не просто большинством голосов, а в Совете Безопасности голосуется вопрос о введении этих войск единогласно. Даже при одном голосе против или воздержавшемся в Совете Безопасности этот вопрос может быть отодвинут. Это первое. Второе. Миротворческие силы могут вводиться при также единогласном согласии противоборствующих сторон. Заинтересованных сторон, будем так говорить. Даже не заинтересованных. То есть, Украина заинтересована, чтобы были введены войска. Россия заинтересована, чтобы были введены миротворцы. Ну и, соответственно, Европа во главе с НАТО заинтересована. И тогда на фоне вот этой всеобщей заинтересованности вводится контингент. Он определяется четко, в каком количестве вводится, вот, от каких государств и так далее и тому подобное. Вот такие условия могут определять миротворчество этих сил. Почему у нас уже есть сообщения, что чехи готовы, рота эстонская Да, ради бога, тоже пусть готова. готовы будут. Да, ради бога. Готовы, пусть будут готовы. Вот. Но все нормы, которые прописывают введение миротворческих сил, если они будут нарушены, это я уже говорю с точки зрения Российской Федерации, эти силы, которые будут, не дай бог, перейдут границу Украины, будут легитимными целями для их уничтожения. Вот что самое главное. Нет, подождите, мы же вроде как должны... На это должна согласиться и российская сторона. Да. Ну, а она есть... не согласна. Ну, Лавров сегодня говорит, да, не согласна. Интервенция. Значит, это интервенция. Это легитимная цель для российских вооруженных сил, для ВКС российских, которые будут уничтожать авиацией, ракетами, чем угодно. Все объекты, которые зайдут на территорию Украины. Потому что Украина на сегодняшний день вся целиком является полем боевых действий. Но это, наверное, понятно должно быть всем. И в Европе это понимают. Но вы затронули вопрос еще в самом начале вот этого временного перемирия. Так для этого и нужно было временное перемирие для них. Теперь уже пазл сложился. Перемирие им нужно было для того, чтобы Россия перестала стрелять, Украина также перестала стрелять, ну хотя бы на какое-то время. А под эту тишину, да, это даже не шумок, а под эту тишину, и шумок чисто информационный, вводить поэтапно какие-то контингенты войск на территорию Украины. А если бы Россия, не дай бог, в этот период перемирия нанесла бы хоть один удар, то, понятное дело, вопрос стал бы самим собой. Агрессия России, она не подлежит, так сказать, переговорному процессу, она не договороспособна, ну и так далее и тому подобное. Ну, послушайте, вот для чего. Вы же помните, как какой-то блуждающий дрон, сегодня тоже, кстати, над Киевом блуждал дрон, его там сбивали, какой-то блуждающий дрон залетел на Чернобыльскую атомную станцию. Так такой же блуждающий дрон может или там послушайте, залететь и по контингенту. Это единичный случай, Александр. Блуждающие дроны – это единичный случай. Но когда взлетают Ту-95, 6 штук, к примеру, да, из Моздока, вот, и выпускают там, к примеру, 16 Х-101 по территории Украины, это совсем другое. Это группировки войск, если они начнут вводить на территорию Украины, это же не рота, не взвод. Я думаю, там поболее будут. Они же будут и с техникой боевой и так далее и тому подобное. Бронетехникой. То один блуждающий дрон ничего не сделает. Это даже чисто гражданскому человеку должно быть понятно. В этом случае необходимо нанести массированный удар ракетный. Вот. Это вполне реально. Это вполне реально. И неважно, откуда они будут заходить. С территории Румынии, с территории Польши там, или из Прибалтики. Абсолютно не имеет даже значения никакого.
Может быть, даже вот и когда ведут разговор о том, кстати, особенно рьяные эстонцы, такие прогрессивные в плане антироссийской пропаганды. Вот они говорят, что Эстония должна нанести превентивный удар сегодня же по России. Мне вчера эстонцы говорили в соцсетях, что это, мол, не на уровне правительства обсуждается, а это обсуждается среди бывших военных эстонских. Ну, я не знаю, как там кто обсуждает это все, но это вылилось на странице эстонской прессы. Понимаете? А поскольку Эстония считает себя членом Евросоюза, да, вот, и членом НАТО, то, конечно, этому нельзя не придавать особого значения. Потому как это очень серьезно. Хотя, конечно, вооруженные силы Эстонии, которые насчитывают сегодня 8 тысяч человек, ну, никак не могут внешнюю, ни на внутреннюю, тем более политику России. Даже если не предпримут эти шаги. Плюс ко всему, под боком у них Республика Беларусь, которая находится в союзном государстве с Россией. И она, так сказать, первой даст отпор подобным вылазкам, или, как они называют, превентивному удару. Вот. А что касается, я возвращаюсь к теме миротворцев, вот, на сегодняшний день этот вопрос даже нигде не обсуждается. Вот они настолько убеждены в том, что это им сойдет с рук, я имею в виду прежде всего Великобританию, Германию и Францию, вот, что в своем убеждении они подчеркивают свою глупость в этом вопросе. Это развязывание нового витка Третьей мировой войны. А потом еще неизвестно, кто на что и как будет отвечать. Вот, понимаете, это очень серьезная тема. И придавать с такой легкостью этому вопросу такой, знаете, легкий вираж, такой оборот, ну, мол, мы обсуждаем вопрос введения миротворцев, или, как они говорят, они даже слово миротворцев не употребляют, они говорят контингент, да. Правда, не знают, вот что интересно, да, я вот как военный человек скажу, ну, введение этого контингента, конечно, должно сразу четко быть предопределено. То есть в каком количестве, какими силами, какие рода войск, какое количество боевой техники, вот, через какие рубежи. Конечно, это вопросы закрытые, секретные. Но, тем не менее, они даже это не обсуждают. Сессию Совета НАТО, наверное, нужно провести по этому поводу. Закрытую, открытую, неважно. Все-таки НАТО – это организованная структура, военная структура, военно-политическая структура, я бы так сказал. Вот. А вести вот эти разговоры, да, ну, это, я подчеркиваю, это, скорее всего, такое психологическое влияние на Россию и тех, кто поддерживает Россию в этом вопросе. Вот. Тот же Китай, к примеру, да, или там та же Индия. Вот они пытаются этим вопросом отвлечь от общей глобальной темы в мире. Это, как сказал уже сам президент Трамп, то, что нужно отодвигать любые конфликты для дальнейшего разгорания Третьей мировой войны. Если мы возьмем вот эту как бы конструкцию отношений Зеленского и Трампа, становится очевидно, что, ну, условно, несмотря на все вот эти там договоренности или какие-то другие, скажем так, моменты, вот эти разговоры возле карты, или когда Трамп показывал кепки Зеленскому о том, что 28-й год опять кепка Трамп, складывается такое вот очень интересное мнение, что Зеленский отыграл номер, да, и как бы продолжает играть свою игру вместе там с европейцами, глобалистами и так далее. Предел терпения Трампа как может закончиться и чем в отношении Зеленского? И складывается такое впечатление, что то ли Трампа уже стало все устраивать, то ли он уже, в общем-то, заканчивает исход и перекладывание ответственности за все происходящее в Украине на Европу, а дальше ему хоть трава не расти, это как бы он ни при чем. В этом глобальная задача? Или все-таки
мы дождемся, что условно пройдет неделя, потом другая, Рубио там будет там чего-то координировать, а потом в конечном итоге опять Трампа накроет волна злости на Зеленского, и мы опять увидим какое-то, ну, скажем, ну, в общем, синусоиду в другой стороне, да, что он будет плохо к нему относиться, и тогда, может, каких-то последствий вдруг удастся, ну, в общем, лицезреть. Дело в том, что у Трампа одна мечта. Конечно, закончить свой президентский срок в роли миротворца. Он уже сказал, что он прекратил 6 войн за тот год, что он является президентом. 6 войн, как он сказал, за 6 месяцев я прекратил. Ну, давайте будем до конца откровенны, господин Трамп. Все эти войны вы начинали. Или хотя бы были заинтересованы в этих войнах. Поэтому то, что вы прекратили, является логическим завершением того, чего вы начали. В тех государствах, где эти войны локальные разгорались. С вашей же помощью, с вашим участием. Вот. Что касается здесь отношений Зеленского и Трампа, вы знаете, Трамп практически уже сделал свое дело, то, что он намечал с Украиной. Он заставил европейцев покупать у него оружие. Вот это самое главное. И на этом зарабатывать. Вот это самое... Не на Украине зарабатывать. Он прекрасно понимает, что Украина нищая. Вот. И он еще при первой встрече Зеленскому сказал: козырей. Чем ты можешь крыть все свои проигрыши? У тебя нет козырей. Вот. Я не играю в карты, говорит Зеленский. Но он не просто не играет в карты, он еще является шулером картежным. Я бы так сказал. В политике, конечно. Вот. Это метафора. А что касается дальнейшего его поведения, их поведения, то я скажу так. Действительно, Трамп что намечал, то и сделал. Кстати, сегодня в Европе страшно недовольны этим решением Трампа. Потому что та же Rheinmetall, западногерманская, она терпит колоссальные убытки ввиду того, что все заказы, которые были рассчитаны на Украину, они все посыпались. То есть концерн находится в страшных убытках. И это не только эта компания оружейная. Другие компании, и французские, и итальянские, и британские в том числе, тоже будут терпеть колоссальные убытки. Потому что есть указание, прямое указание, как главного в НАТО члена и главного финансиста НАТО, Соединенных Штатов, покупать оружие у США, а все свое производство свернуть. Потому что, как сказал Трамп, наше оружие самое лучшее. Он это демонстрировал Путину даже в Анкоридже. Эти истребители, потом стратегический бомбардировщик Б-2 там пролетал над головами их. Вот это же было неспроста сделано. Это не только было выражение почета российскому президенту. Это была демонстрация американского оружия, если кто не понял. Вот. Поэтому на сегодняшний день, грубо говоря, для Трампа, который уже настолько ненавидит Зеленского, он его презирает и издевается постоянно над ним, над его внешностью, над его костюмами и так далее и тому подобное. Как, собственно говоря, и Путину. Уже не важно, кто там будет в Украине. Ну, абсолютно не важно. Пусть там будет хоть, я не знаю, Манька-пулеметчица, понимаешь? Им там все равно. Для Трампа и для Путина. Вот им бы порешать свои вопросы. Вот. А то, что на этом фоне, кстати, раздел Украины неминуем, ну, это называют обмен, мы говорили выше. Но это не обмен, это раздел территории Украины называется. Как было в свое время 5 разделов Польши. То же самое грядет невеселое будущее и для Украины. При том, что украинские власти, нынешние нелегитимные власти, их абсолютно не волнует эта тема. Так, а что, подождите, власти бог с ними, а с людьми что будет? Вот. Так мы же об этом уже говорили, Александр. Плевать на людей. Плевать. Люди и так разбежались по всему миру. Кто куда.
Порядка 12 миллионов людей выехало. 12 миллионов, послушайте, это же уму непостижимо. А, кстати говоря, о тех же фейковых выборах, да, которые планирует Британия взять под свое крыло. А как будут украинцы голосовать на этих выборах, которые находятся за рубежом? В Российской Федерации там около миллионов, в Европе около 7 миллионов. Кто это возьмет под контроль, кто этим будет заниматься вообще? Как эти украинцы будут голосовать, участвовать в выборах? Это никого не волнует, понимаете? Я думаю, что на сегодняшний день в Великобритании также, як кажуть українською мовою, обізнані в українській конституції и в законе о выборах, как те же эфиопцы, которые там живут в Африке. Они понятия не имеют, что там прописано в украинских законах. Поэтому никого люди не волнуют и не волновали никогда. Все эти 11 лет боевых действий. Я в завершении нашего сегодняшнего разговора в контексте людей хотел бы справиться, как говорится у вас, в отношении ситуации, которая возникла со списками политзаключенных и преследуемых, Да. которая продвигает, в том числе там Диана Панченко составляет. Шария сначала не включили, потом включили. Он говорит, что это фактически троянский конь, ну, потому что этот список передается Трампу. И, в общем, много вопросов по поводу кандидатур, куда включили, не включили. Кто-то говорит, это просто инициатива. Как вы к этому относитесь, процессу? Есть ли варианты, что преследуемые непосредственно режимом Зеленского, причем в разные периоды его правления, там, до него, что тоже очень важно, мы с вами неоднократно говорили, что гонения и преследования людей начались еще при Порошенко, вот как раз-таки после Майдана это все тянется, просто апогей этого непосредственно во время боевых действий широкомасштабных, больших на всей территории Украины начался. И есть ли, ну вот кажется, что за этой всей темой и этой историей с какими-то списками, которые там передают американской стороне, есть ли какой-то политический контакт и политические вопросы? Лавров же как говорит, он сегодня тоже сделал заявление там, по поводу неприемлемости войск. Он же как говорит, готовы к повышению статуса и, внимание, открыть политический диалог условно России и Украины. А это вообще каким-то образом влияет, эта тема? И какое будущее, условно, у тех людей, которые в списке, и, внимание, которые в него не попали и никогда не попадут? Ну, я вчера, кстати, обсуждал этот вопрос со своими друзьями, находящимися здесь, в Европе. Я не слежу за выступлениями Дианы Панченко, которую вы упомянули, а тем более о тех списках, которые она составила. Меня это мало не интересует, потому что я когда-то ее знал как хорошую телеведущую, сегодня она занимается просто таки самопиаром. Но дело не в этом. Меня в том списке, кстати, не нашли, Александр. Дважды побывавшего в гестаповском украинском СИЗО СБУ, сказали мои друзья, я его не смотрел, этот список, но сказали, тебя там нет. Там даже разбито по категориям. Там политики, священнослужители, там журналисты. Ну, как мне сказали, я не видел этих списков. Вот. Но что хочу сказать, что Диана Панченко когда-то превозносила себя как хороший контактер с окружением Трампа. Я не понимаю, конечно, и не особо там не интересует, кто из окружения Трампа с ней контактирует. Может, она через этих контактеров своих из окружения Трампа передаст ему эти списки. Но Трамп, заметьте, никогда не говорил о том, что в Украине присутствует политическая цензура, политические преследования. Я скажу больше, он даже ни разу не упомянул, да, что на Украине отсутствует политическая оппозиция. Он ни разу не... Он говорил с Зеленским, да, как со шкалером, особенно в последний раз, да, вот, как со шкалером, похлопывая его по плечу, дергая за шею там, и так далее и тому подобное.
наставляя его, как мальчика какого-то для битья. Но это важный вопрос, между прочим, политический. Что у тебя в стране творится? Где у тебя пресса, та, которая освещает, реально освещает события не только в мире, но и в самой Украине? Где у тебя политическая позиция, если ты хочешь переизбираться, да, стать еще один раз президентом Украины? Но ты все равно должен выставить альтернативу для других партий, украинских партий. Ничего этого нет. Поэтому я опять же утверждаю, что эти так называемые списки, да, это самоутверждение только лишь одного человека, который их составлял. Я уже назвал это имя. Не более того. Никто этими списками, к сожалению, заниматься не будет. Вы, кстати, есть в этих списках? Ну, по-моему, нет. Ну, Да, вот. ну, я же, подождите, у меня все-таки... Но вы санкционированы. Вы санкционированы. Я как бы, знаете, тут еще такой вопрос. Я просто под санкциями, да. А Да. есть же люди, которые прошли тюрьмы. Ну, хорошо. Впрочем, и вы, как кстати, это законно, когда собственных граждан Украины... Нет. Но об этом Трамп тоже не упоминает. Вот, и это тоже я же об этом и говорю. Замечательно. Что этот вопрос вообще не стоит даже рядом с тем, что обсуждается в овальном кабинете. А еще раз повторю, это вопрос архиважный. И он сегодня как-то так в стороне, всех все устраивает, что творится на Украине, и что творит, в частности, этот режим во главе с Зеленским. Получается, Трамп толерирует такое управление. Давайте подберем слово «управление» воюющей страной. Получается, что политических каких-то контактов, потому что в Украине нет политики, и не будет. Понимаете, говорить о том, что там нет политики, наверное, тоже неправильно. Там есть одна политика. Подчинение как вассал своему господину. Это тоже политика. Вот. И для того, чтобы никто не мешал этому подчинению, сдачи всех недр, например, украинских, чтобы никто этому не мешал. Поэтому зачищена оппозиция в Раде, в законодательном органе. Зачищены все неугодные судьи на всех уровнях и так далее и тому подобное. Это и есть политика. Внутренняя политика, политика террора, политика диктатуры украинской. Вот это и есть политика тоже. Поэтому отсутствие политики есть только, наверное, у австралийских аборигенов, да. Там они все бегают вместе за животными, убивая их, и не более того. А в Украине есть политика. Политика военной диктатуры. Юрий Дудкин был моим собеседником сегодня. Я благодарю вас, что шли время и поделились своими мыслями. Спасибо, Александр, вам. Всего доброго. Друзья, берегите себя. Всем добра и света, несмотря ни на что. Увидимся. До скорого.